Всем привет, друзья! Главный дилетант страны на связи. Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг войны в Нагорном Карабахе. На меня, так же как и на вас, выливается лавина фейковой информации. Причем эта информация до 95-97% фейковая. И реально хочется просто разобраться, что ж к чему. Буквально накануне произошли знаковые события, поэтому вот я решил это обсудить с вами. Ну, во-первых, было заявление премьер-министра Армении Пашиняна, который призвал, ну, скажем так, все взрослое население к оружию. Это фактически начало всеобщей мобилизации. Очень многие это объясняют ситуацией, которая сложилась на фронте, по, скажем так, подтвержденной уже из очень многих источников информации. Азербайджан фактически полностью освободил свои территории вдоль границ с Ираном. И сейчас, в общем-то, открывается прямой путь для удара по так называемому Лачинскому коридору, который связывает непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Но вы знаете, тут есть еще одна такая ситуация. Очень многие упускают из виду то, что на Пашиняна в том числе оказывается и внутреннее давление. И, возможно, этот посыл его по поводу всеобщей мобилизации с призывом взять оружие связан не столько с ситуацией на фронтах, сколько для того, чтобы как-то поднять, нет, не свой рейтинг, а поднять то настроение в стране, которое складывается в связи там, с какими-то военными поражениями. Но кроме заявления Пашиняна, очень важным, конечно, было и высказывание президента Путина, как всегда, из бункера, на так называемом Валдайском форуме по поводу Нагорного Карабаха. Ну вот я вырезал этот кусочек. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Начнем сначала, с Нагорного Карабаха и кого поддерживать. Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи с Россией на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан равные партнеры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Да, есть элементы, причем в каждом случае выстраивания отношений с каждой из этих стран есть нечто такое, что отличает наши отношения с другим партнером. Ну, с Арменией это христианство, но у нас есть очень тесные связи с Азербайджаном и по другим направлениям. Что касается религиозной составляющей, я хочу обратить ваше внимание, что почти 15% населения Российской Федерации исповедуют ислам. И в этом смысле, и даже в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна. Но чего мы точно не можем забывать, это то, что происходило в судьбе армянского народа, армянской нации в период Первой мировой войны. Трагедия огромная армянского народа. Это вторая часть. Третья заключается в том, что этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начался с этнического противоборства.
Это тоже, к сожалению, это факт. Когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать. В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, она не может продолжаться вечно. На протяжении многих-многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса для того, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Как вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. В день по нескольку раз говорю с ними по телефону. По нескольку раз в день. Наши министры иностранных дел, министры обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте. Этого заявления очень многие ждали, позиции Кремля, особенно в Армении. Но давайте разберем две, собственно, ключевые вещи, которые мы можем вынести из этого заявления господина Путина. Первое – это очередное упоминание этнических чисток, то есть это очевидно, скажем так, ветер на мельницу армянской риторики относительно того, что вся война идет не за территории, а за само право выживания армян как нации. То есть, очевидно, Кремль это будет поддерживать. Ну, кстати, вот у меня сразу один вопрос. Очень многие, если почти не все, прекрасно знают, помнят про трагедию Сумгаита, про резню в Сумгаите, когда действительно тысячи армян были уничтожены, но при этом никто не вспоминает резню в азербайджанском Ходжалы, когда точно такому же геноциду были подвержены 1000 граждан Азербайджана. Какая-то такая, знаете, получается, ну что ли, риторика не совсем однозначная. Но в любом случае мы видим, что Кремль это направление, этот вектор поддерживает, и в этом случае Ереван официально услышал то, что хотел. Но тут опять же холодный душ. Второе заявление, что Азербайджан и Армения это равные партнеры для Российской Федерации. И вот тут понимай как хочешь. Получается, вы знаете, если заглянуть вглубь этого вопроса, вглубь этой фразы, то Россия напрямую не будет вмешиваться. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, Армения это военный союзник, но с другой стороны, Азербайджан один из стратегических партнеров. Очевидно, Кремль заинтересован в том, чтобы этот конфликт, или война, правильнее, да, действительно война, закончился, ну, скажем так, какой-то более-менее приемлемой ничьей со своих сторон, чтобы Азербайджан как-то, в общем-то, ну, в любом случае, не дошел до Степанакерта, но какую-то часть своих территорий остановил, и при этом был заключен мир на каких-то паритетных или очередное перемирие на паритетных условиях, то есть чтобы не было разгрома одной из сторон. Ну, в данном случае идет, конечно, речь о разгроме Нагорного Карабаха, который контролируется Арменией. Поэтому как бы заявление дало такой, знаете, заявление Путина дало такой сигнал того, что, ну, как бы Кремль над схваткой. В то же самое время уже эта информация подтверждена. Мы знали ее еще в прошлый раз, она была в сети, в свободные источники. Но теперь мы получили подтверждение, ну, из очень разных українськомовних джерел. Действительно, российские вооруженные силы разворачиваются на так называемой границе материковой Армении, то есть Армении в общепризнанных международным правом границах. И очевидно, это преследует две вещи. Первое, это для, условно говоря, армянского общества, как такая вот, знаете, что ли, призыв к успокоению, что вот мы все-таки с вами, мы стоим на границе, и дальше враждебные войска не пойдут. Но с другой стороны, Азербайджан, в общем-то, никогда и не говорил, что он собирается захватывать армянские территории. Речь идет только об освобождении своих территорий.
Если возвращаться к вопросу о возможном перемирии, вы знаете, очень много военных экспертов, коих я посмотрел в сети и с некоторыми общался, по скайпу склоняются к тому, что война в стадии вот такого вот обострения продлится еще максимум 2-3 недели. Но будет ли достигнут компромисс? Компромисс, естественно, тут невозможен. Но, очевидно, все-таки условия будет ставить Азербайджан. И все идет к тому, что в Ереване придется согласиться с одной из формул, которые там называют мадридской, кто-то называет базовой. Речь идет об освобождении 5 либо 7 азербайджанских районов, которые не причастны напрямую, то есть не входят в состав Нагорного Карабаха, никогда не входили. Ну а в ответ на это Азербайджан замораживает свое военное продвижение, и конфликт опять получается заморожен. Ну а Нагорный Карабах, очевидно, будет предложено и решение его вопроса отодвинуть там, как было когда-то в конце 1999-го, начала 2000-х годов, было предложение по поводу отложить решение о статусе на 50 лет. Но вы помните, тогда это не состоялось из-за теракта в парламенте в Ереване, когда, в общем-то, и премьер, и спикер, которые были за такой план, были убиты террористами. Ну, в общем, друзья, это вкратце о тех изменениях, которые произошли буквально за вот те несколько дней, когда мы с вами по этой теме встречались. Мы, конечно, будем отслеживать. Конечно, у нас приоритет это внутриукраинские события, но, тем не менее, эта тема является одной из ключевых сейчас, поэтому будем держать руку на пульсе. И будем стараться вместе с вами разбираться в информации, в которой так много фейков. Если вам понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. И отдельная благодарочка будет, если подпишетесь на канал. Скоро увидимся. Пока-пока, друзья.